Глава 174. Однако принц все же не стал задавать лишних вопросов, вместо этого сказал, что ж, раз Саньлану кажется, что лучше их не трогать, то проявим осторожность. Хуачен едва заметно кивнул, и они направились дальше. На пути им попалась еще одна развилка, и когда Хуачен сразу повернул налево, Селянь вдруг застыл, не последовав за ним. Хуачен обернулся: что такое, Саньлан? Ты никогда раньше не бывал в этих пещерах, конечно. Но почему так уверенно выбрал левую тропу, я не уверен, просто пошел вслепую. Если ты раньше здесь никогда не был, разве можно выбирать вслепую? Не лучше ли с осторожностью решить, куда именно свернуть? Хуачен улыбнулся. Я иду вслепую именно потому, что раньше никогда здесь не был. Все равно нам ничего не известно об этих пещерах, поэтому лучше действовать смелее и положиться на удачу. А моя удача всегда была ко мне благосклонна. Это в самом деле так. Но в прошлом, когда они вдвоем куда-то направлялись, в какую сторону пойти, обычно решал Селянь. А чтобы Хуачен сам вел их, такое случалось редко. Принц кивнул, но когда они уже ступили на левую тропу, вдруг остановился. «Постой. Саньлан. Ты ничего не слышишь, что справа людские голоса?» Хуачен чуть переменился в лице, сосредоточенно прислушался и ответил: «ГГ, боюсь, что тебе показалось. Ничего подобного там нет». Но Селянь возразил: «Да нет же, есть. Послушай внимательно, мужские голоса». Хуачен вновь прислушался и нахмурился: «Я правда не слышу». Селянь застыл и подумал: неужели снова иллюзия? Хуачен произнес: «Ваше Высочество, все это очень подозрительно. Боюсь, это ловушка. Лучше нам для начала выбраться отсюда». Поколебавшись секунду, Селянь все-таки воскликнул: «Нет. А вдруг это Наньфэн и Фуя? Я все-таки должен проверить». Принц тут же побежал по правой тропе, Хуачен только и успел за его спиной крикнуть: «ГГ! Не убегай!» И, судя по скрытому тону его окрика, он был уверен, что принц попадет в какую-то крайне опасную западню. Вот только Селянь не желал медлить ни секунды и пускать все на самотек. Он ветром пронесся по правой тропе, и чем дальше бежал, тем отчетливее слышал крики. В душе принц возрадовался: это и правда Наньфэн и Фуя. Неизвестно, сколько раз ему еще пришлось повернуть по тоннелю, чтобы наконец добраться до источника звуков. Это оказалась просторная каменная пещера. Здесь не было божественных статуй, зато в полу виднелась глубокая яма. Голоса Наньфэна и Фуя доносились именно из нее. Видимо, они оказались на дне и не могли выбраться, но все еще весьма активно переругивались, следовательно, их жизни ничто не угрожало. В яме было слишком темно. Селянь, стоя у края, ничего не мог разглядеть, только сложил ладони у рта и крикнул: «Эй! Что с вами стряслось?» Услышав, что наверху кто-то есть, двое сразу прекратили ругань. Послышался голос Фуя: «Ваше Высочество! Это ты? Скорее, вытащи нас!» Наньфэн же молчал. Селянь счел происходящее странным. «Вы не можете выбраться. Но яма не так уж глубока. Что там такое на дне?» Вероятно, из-за непрекращающихся перепалок на пути сюда, Фуя находился немного на взводе. Он крикнул: «Чушь собачья! Если бы мы могли, сразу бы выбрались». «Ваше Высочество, ты что, сам не видишь?» Селянь прищурился. «Мне ничего не видно, у вас еще остались магические силы. Может, зажжете пламя на ладони, чтобы я осмотрел дно? Если нет, то я сам скину вам огня». Однако принц не успел даже закончить фразу, когда оба хором закричали: «Нет!» Этот крик вполне заслуживал называться испуганным. Фуя добавил: «Ни в коем случае не разводи огонь, но если нельзя зажечь огонь, придется искать другой способ освещения». Первой же реакцией Селяня было обернуться и позвать: «Саньлан», но оказалось, что Хуачен не последовал за ним. Позади принца не было никого. Селянь в недоумении застыл и вначале ощутил легкое беспокойство, а затем случившееся показалось ему невероятным. Не мог же Хуачен просто отстать и потеряться с того самого момента,
как они очутились в этой пещере 10 000 божеств, Хуачен сделался воплощением странности, только селянь не мог определить, в чем именно крылся подвох. Принц огляделся по сторонам и вдруг заметил у себя на плече малютку-бабочку. Он попробовал аккуратно коснуться ее и произнес: «Здравствуй». Призрачная бабочка шевельнула крыльями в ответ на легкое прикосновение, но не улетела, а будто бы сверкала своим сиянием только для него. Селянь вспомнил, как Хуачен по дороге сюда рассказывал, что серебристые бабочки бывают разных видов. Неизвестно, к какому виду относилась это и за что именно она отвечала, но это и не важно, ведь помочь осветить округу бабочка могла в любом случае. Поэтому принц спросил: «Ты можешь помочь мне посмотреть, что там?» Внизу бабочка взмахнула крыльями, взлетела и направилась в яму. Селянь вслед сказал: «Спасибо», но когда малютка тусклым сиянием озарила дно, принц невольно округлил глаза. На дне черной-черной ямы все было услано белым-белым, толстым-толстым слоем шелковых нитей. Наньфэн и Фуя, замотанные этими нитями, практически превратились в коконы шелкопряда, словно мелкие мошки, которых оплело паутиной. К тому же лица обоих опухли и стекали кровью, возможно, это результат их недавней битвы. Селянь мысленно порадовался, что не стал поступать опрометчиво, запусти он в яму сгусток огня, вероятно, все дно мгновенно охватило бы пламенем. «Что это такое?» — спросил он. «Паутина. Может, гнездо паучьего оборотня?» Фуя ответил: «Не знаю. Но из нее никак не выбраться». Он явно хотел сделать это как можно скорее. А вот лицо Наньфэна выглядело несколько необычно, будто бы он собирался позвать на помощь, но, увидев наверху селяня, проглотил мольбы и вместо этого произнес: «И ты лучше пока не спускайся. Нити очень прочные, только дотронешься до них, и освободиться будет крайне трудно». Селянь ответил: «Я не стану спускаться». Подумав, принц привязал конец жаё к рукояти фансиня и приготовился сбросить меч, проверить, что случится. Но как только лента крайне осторожно опустилась до середины, паутинки почувствовали это и немедля ринулись навстречу, словно намеревались как следует проучить вторгшегося наглеца. Жаё в страхе тут же дернулась назад к принцу, но слишком поздно, ее опутали нити паутины, завязались узлом и рывком дернули вниз, да с такой силой, что и селянь не устоял на краю ямы. Вот так неожиданность. Паутина оказалась сильным и проницательным противником. Как только селянь свалился в яму, ему навстречу со дна бросились бесчисленные белые нити, которые тут же связали принца. Остальная паутина медленно поползла к Наньфэну и Фуя, чтобы намотать еще слой на их коконы. Фуя едва не взорвался от возмущения: «А ты-то как сюда свалился?» «Ну все замечательно. Все трое попались. Теперь мы вместе здесь умрем». Наньфэн возразил: «А чего ты причитаешь? Он ведь хотел нас вытащить». Селянь тем временем принялся кататься по дну ямы. Ха-ха-ха. Двое ошарашенно уставились на него. Фуя предположил: «Ты что, ударился головой, когда упал? Разума лишился?» У селяня в уголках глаз заблестели крупные слезы, он с трудом выговорил: «Нет, ха-ха-ха. Что же такое с этой паутиной? Зачем она? Как щекотно, не могу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». При падении шелковая перина мягко подхватила принца, а нити с нежностью оплели его тело. И хотя селянь все-таки оказался связан, паутинки ползали по нему так, что казалось, они просто его щекочут. Свернувшись в комок, принц пытался им противиться: «Нет, нет, стойте. Прекратите. Все. Боюсь». Тогда белые нити наконец связали ему руки за спиной и замерли. Наньфэн и Фуя долго смотрели на принца в молчании, потом Фуя произнес: «Почему нас связало так крепко, а тебя, как попало?» Даже лицо не закрыло. Селянь, на силу отдышавшись, спросил в ответ: «Но у вас? У вас ведь тоже открыты лица?» Фуя закатил глаза. «Были скрыты, но когда мы пришли в сознание, прогрызли паутину зубами, иначе даже кричать не вышло бы».
Селянь попытался вырваться из пут, но нити в самом деле оказались несравнимо крепкими. К тому же после столь сильного смеха у принца даже ребра заныли, и пока что напрячься как следует не получалось. Он решил передохнуть немного, улегся ровно и произнес: «Так как же вы все-таки оказались здесь?» «Фу, я не знаю». Сошла лавина, и на нас будто небо обрушилось. А очнулись мы уже здесь. Нет, нет, нет. Я спрашиваю, для чего вы явились на гору Тунлу? Стоило принцу заговорить об этом, Фуя вновь вышел из себя. Меня привела погоня за Ланчан и ее нерожденным демоненком. А вот он зачем явился? Да кто его знает? Наньфэн, я тоже гнался за духом и его матерью. Фуя сплюнул, ну так и гнался бы за ними. Зачем на меня набросился? Я же сказал, что не. Мой генерал убил духа, он вообще не имеет к ним никакого отношения. Вот уж поистине, доброе сердце приняли за ослиные внутренности, вот и совершай после этого благородные поступки. Селянь привычно начал их мирить. Ну ладно, ладно, не ссорьтесь. Я все понял. Перестаньте пока что спорить, не ругайтесь. Только что от ваших криков даже гора рухнула, не можете хоть ненадолго прерваться. Давайте вместе подумаем, как отсюда выбраться. Наньфэн не слушал принца. Твой генерал сам прекрасно знает, как он себя ведет с другими. Нечего пенять на остальных, что они его подозревают в подобном. Фуя выпучил глаза. Что ты там ляпнул? А ну повтори, если кишка не тонка. Наньфэн выпучил глаза еще сильнее. Да уж потолще твоей будет. Хочешь еще раз послушать? Так я повторю. Никаких добрых намерений ты не преследуешь, хочешь проявить милость к тому, кто тебе противен, а про себя раздуваешься от самодовольства. Ты просто тешишь собственное самолюбие и ждешь, чтобы другие выставили себя на посмешище, вот и все. И поменьше бы бросался этим, доброе сердце приняли за ослиные внутренности, нечего считать себя благородным, настоящие добродетели совсем не такие, а ты никогда им не был. На лбу Фуя проступили вены, уголок рта задергался. Да ты же просто помешанный, что за бред ты несешь, бред или не бред, тебе самому прекрасно известно. Мне ли тебя не знать, вздувшиеся вены поползли уже по шее Фуя. Какое ты имеешь право меня обвинять? Забрался на вершину и оттуда взираешь на других свысока. А не боишься по неосторожности свалиться и ноги сломать? По сравнению с тобой я уже имею побольше прав. Думаешь, никто не знает о мерзких поступках, которые ты совершил, стоило прозвучать этой фразе, и, похоже, Фуя решил за гневом скрывать накативший на него стыд, взъярился еще сильнее, да. Хорошо, я признаю. Но в чем же ты меня лучше? Объявил себя воплощением преданности, но завел женушку, а про господина позабыл. Жена и сын всего важнее. Каждый из нас подумал только о себе, собственные интересы во главу угла поставил. Постоянно припоминаешь мне о моих поступках, а самому-то не стыдно, стоило упомянуть жену и сына. Наньфэн пришел в совершеннейшую ярость. Да я, черт подери. Ты? Я? Ты? Они не могли пошевелиться, но их ссора стала такой бурной, что оба не заметили, как в их речи твой генерал и мой генерал превратились в ты и я. А чрезмерный гнев не дал им понять, что они в чем-то себя раскрыли, и лишь сейчас пришло постепенное осознание. Селянь же давным-давно слушал их молча. Наньфэн и Фуя синхронно повернулись в сторону принца, но тот лишь тихо перекатился на шелковых нитях, повернувшись к ним спиной, и сказал: «Ну, я ничего не видел». То есть ничего не слышал. Воцарилось неловкое молчание. Глядя на каменную стену ямы перед собой, принц мягко произнес: «Вы будете дальше ругаться. В общем, по поводу того, что вы сказали, остальное оставлю без внимания, но на самом деле я и сам считаю, что жена и сын важнее всего, так и есть, правда. Дела ведь житейские. Не стоит постоянно возвращаться к событиям дней минувших, идет. Давайте лучше придумаем, как нам выбраться, а поговорить можно и после». Фуя перебил: «Так ты знал, как видно, уйти от темы не получится». Селяню пришлось признаться. Да, не веря своим ушам, Фуя произнес:
когда ты все понял?» И как Селянь, не в силах сказать им правду, ответил лишь «уже не помню». На самом же деле, очень и очень давно. Еще со времен происшествия на горе Юйцзюнь у него появились некоторые подозрения, а уж когда они отправились в крепость Баньюэ, сомнений не осталось. Какие еще младшие служащие средних небес? Ничего подобного не было и в помине. Наньфэн и Фуя — лишь двойники Фэн Синя и Му Цина, вот и вся правда. Фуя, похоже, не мог поверить, что его истинная личность оказалась столь легко раскрыта. Он не унимался, и все-таки, когда ты понял? Как это вышло? Ведь была же какая-то зацепка, в чем мы допустили промах. Селянь молчал, он просто не мог им сказать. Никаких зацепок не требовалось. Вся их маскировка была одним сплошным промахом, все-таки они вместе росли, разве мог Селянь не знать их манеру речи и поведения? От совершенно недобросовестно подобранных псевдонимов до характеров, совпавших точь-в-точь. Серьезно, истина лежала на поверхности. Вот если бы принц не понял, кто прячется под этими личинами, тогда уж жизнь можно было считать прожитой впустую. Впрочем, какие-то слова и впрямь нелегко говорить самому. Какие-то поступки лично совершать неловко. К примеру, принимая во внимание собственный статус небесного чиновника, нельзя просто так закатывать глаза или бранить всех подряд, но вот в ином облике это намного сподручнее. Поэтому Селянь решил, что нет необходимости выводить их на чистую воду. Фуя. Нет, теперь его следует называть Му Цином. Му Цин стиснул зубы и со злостью прошипел: «Значит, ты давно понял, кто мы, но все это время молчал, просто, спокойно наблюдая за нашим спектаклем, так?»